Всем привет, меня зовут Жанара, и это видео мастер-класс по вязанию маленькой сумочки кроссбоди с узором шишечки. Для вязания мне понадобилось только 200 метров шнура и фурнитура. По размеру сумка получается ширина 22 сантиметра, высота 20 сантиметров. Вяжется она очень легко, хорошо держит форму и отлично смотрится с любым гардеробом. Желаю вам приятного вязания, и мы начинаем. Для вязания сумочки 2 моточка по 100 метров, шнур полиэфирный, толщина нити 3 мм, в каждом мотке 100 метров 200 грамм, полукольца 2 сантиметра 2 штуки, портфельный замочек, у меня простой замочек на зубчиках, 1, 4 ножки, цепочка и крючок номер 5. Боковинки сумки оставляем короткий кончик 5 сантиметров, набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набрали 10 петель. Теперь первую петлю пропускаем, в следующую вводим крючок за заднюю полупетельку и провязываем столбик без накида. И продолжаем вязать до конца ряда, всего 9 столбиков без накида. Закончили. В конце делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити прячем наверх. Переворачиваем. Вяжем второй ряд. Кончик нити прячем внутри петель. Провязываем 9 столбиков без накида. Вводим крючок под основные петли. Закончили второй ряд. Далее вяжем третий ряд точно так же. И теперь четвертый ряд. Здесь мы с вами присоединяем полуколечко. Вначале провязываем первые 3 петли. 1, 2, 3. Теперь прикладываем полукольцо спереди и провязываем через полукольцо. 1, 2, 3 петли. И оставшиеся 3 петли до конца ряда. Далее вяжем еще 16 рядов по 9 столбиков в каждом ряду. Итого должно быть 20 рядов. Вяжем самостоятельно, встречаемся в конце 20 ряда. Начала вязание боковинки. Связала 10 пар рядов, это 20 рядов. Вот мы считаем их по парам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Теперь в конце ряда последнего воздушную петельку не делаем. Отрезаем ниточку и сразу можно нитку прижечь. Вытягиваем нитку из петли, прижигаем. И кончик нити прячем внутри петелек. Боковинка по размеру получается 15 сантиметров на 8 сантиметров. И такую же мы вяжем с вами вторую боковинку. Далее мы будем вязать уже основное полотно сумки. Вязание. Оставьте кончик нити 5 сантиметров. Наберите 24 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Всего 24. Мы закончили, связали 24 воздушные петли. Теперь первую петельку пропускаем.
Следующую петлю за задний полустежок провязываем столбик без накида. И продолжаем вязать до конца ряда. Всего 23 столбика без накида. Закончили, связали 23 столбика. В конце ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. И кончик нити поднимаем наверх, для того, чтобы спрятать его в следующем ряду. Переворачиваем, нитка остается позади работы. Теперь мы начинаем с вами вязать узор шишечки. Первую петельку провязываем обычный столбик без накида. Далее вяжем узор. Для этого нам нужно сделать накид. Вводим крючок в следующую петлю. Провязываем столбик с накидом, но не до конца. Держим петлю на крючке. Делаем опять накид. Опять вводим крючок в это же основание. Провязываем второй столбик с накидом. Опять оставляем петлю на крючке. И последний, третий раз провязываем столбик с накидом. Теперь через все петельки провязываем одну. Формируем узор шишечки, выдавливаем его наружу. И далее вяжем 3 столбика без накида в следующие 3 петли. 1, 2, 3. И далее опять вяжем узор. Накид, столбик с накидом, второй столбик с накидом. И в третий раз. И далее 3 столбика без накида. Следующие 3 петли. При этом, видите, кончик нити мы спрятали внутри петелек. Один, два, три. Итак, продолжаем вязать до конца ряда. У нас должно получиться всего 6 шишечек. И в конце у нас 1 столбик без накида. Закончили. В конце у нас после шишечки 1 столбик без накида. Делаем воздушную петлю в конце каждого ряда. Переворачиваем нитку, оставляем позади работы. Итого у нас здесь 6 шишечек. В следующем ряду мы вяжем обычными столбиками без накида всего 23 петли. 1, 2, 3 и так далее до конца ряда. Всего 23 петельки. Закончили. Теперь вяжем опять ряд узором шишечки. Но отличие в том, что вязать мы будем шишечки теперь между предыдущими. Поэтому вначале мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И далее узор шишечки. И теперь опять чередуем через 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И снова узор шишечки. И таким образом у нас получается узор находится теперь между предыдущими. Закончила. В этом ряду шишечки у нас находятся между предыдущими. И всего у нас их должно быть 5. Теперь следующий ряд мы опять вяжем столбиками без накида. После каждого ряда с узором шишечки нам нужно вязать один ряд. Это будет лицевой ряд. Мы вяжем просто столбиками без накида. Закончила лицевой ряд. Теперь продолжаем вязание узора шишечки. Повторяем вот этот ряд. И так будем с вами чередовать. В одном ряду 6 шишечек, в другом ряду 5 шишечек. Всего нужно связать 9 узоров шишечки в высоту. Продолжаем вязать самостоятельно. И не забывайте после вязания узора шишечки делать в лицевом ряду
Просто столбики без накида. Закончили вязание узора шишечки, связали его в высоту 9 шишечек. Давайте вместе посчитаем, я буду вот так считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И последний ряд это просто столбики без накида. По размеру она у нас получается 21 на 16 сантиметров. Ваши размеры могут немного отличаться, если вы используете другую пряжу или большую или меньшую плотность вязания. Еще многое зависит от номера крючка. Далее мы будем с вами вязать полотно сумки. Здесь мы будем уже использовать простой узор. В конце делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваем. И теперь вяжем обычными столбиками без накида. Продолжаем вязание. 23 петельки до конца ряда. И продолжаем вязать еще 48 рядов. Для того, чтобы соединить два кончика пряжи из разных мотков, мы можем просто их поджечь. И пока кончики горячие, прикладываем друг к другу и склеиваем. И продолжаем вязание. Вот столько у меня ушло. Это один моток пряжи. Далее уже я вяжу вторым мотком. Закончили вязание основного полотна сумочки. Всего у нас здесь получается 48 рядов. Попарно, если их считать, будет 24. Сразу можем распределить, где у нас будут стенки сумки и донышко. Отсюда отсчитываем 10 пар рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это будет задняя стенка сумки. Далее у нас идет 4 пары на донышко. И остается еще 10 пар на переднюю стенку сумки. И вот здесь, вот в этом промежутке, здесь, кстати, с противоположной стороны тоже можем поставить маркеры. И вот в этом промежутке нам нужно установить 4 ножки. Теперь откручиваем болтики от ножек. Отсчитываем от края 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вот на этом уровне отступаем одну пару рядов. И вот на этом уровне устанавливаем первую ножку. Здесь нам желательно взять крючок потоньше, у меня это 4. И мы будем соединять. Здесь у нас 20 рядов и здесь тоже 20 рядов. Вначале делаем воздушную петельку. Затем вводим крючок здесь, вот прям за последнюю петельку. И здесь тоже за последнюю петельку на углу. И провязываем столбик без накида. И так продолжаем. Вводим крючок вот здесь между рядами, между первым и вторым рядом. И здесь тоже вводим крючок между рядами, между первым и вторым рядом. И провязываем столбик без накида. Продолжаем. И так до угла нам нужно связать 20 петелек. Закончили связать 20 петелек.
Теперь вот у нас последняя петелька с маркером. А здесь у нас вот эта самая крайняя угловая петелька. Продолжаем вязать до следующего маркера. И теперь остается связать еще петли по этой стороне и здесь. И мы заканчиваем с вами вот на этой точке. Заканчиваем. Осталась последняя петелька. Здесь вяжем вот сюда. А здесь захватываем петлю на углу. Вот такая у нас получается боковина. Теперь продолжаем вязать. Столбиками без накида до уголка. Теперь здесь на уголке провязываем 2 столбика в одно основание. Переходим на эту сторону. Здесь в первую петлю тоже провязываем 2 столбика в одно основание. Далее вяжем по одной петельке до следующего угла. Здесь на уголке тоже провязываем вот сюда 2 столбика в одно основание и в следующую петлю 2 столбика. Кончик нити положите и спрячьте внутри петель. И встречаемся с вами вот на этой точке. Закончила. Теперь будем пришивать вторую боковинку. Мы остановились с вами вот на этой точке. И начиная вот отсюда пришиваем боковинку. Сначала вводим крючок в самую угловую петельку. Делаем столбик без накида. И далее продолжаем. Вводим крючок вот здесь между рядами. И здесь тоже между рядами. И вяжем. И так далее. Точно так же, как мы делали с противоположной стороны. Провязываем и встречаемся вот здесь в конце. Итак, заканчиваем. Вот здесь осталось сделать последнюю петельку. Здесь вводим крючок за самую угловую петлю. И здесь тоже угловая петля. И провязываем столбик без накида. Вот наша сумочка готова. Осталось только прицепить к ней цепочку. Вот сюда на карабины. Вот сюда на полукольца. Цепляем цепочку с одной стороны и с другой стороны.
Также в описании к этому видео я прикреплю ссылку на видео о том, как шить подкладку для такой сумки и о том, как можно связать ремешок из шнура. Желаю вам приятного вязания, отмечайте меня на ваших работах в инстаграме, мой аккаунт nitка.kz и хэштег nitка_МК. До новых встреч!